Так, ну что, друзья, вот он, Vinspace SLC 5. И сегодня на него будет обзор, потому что я уже катаюсь на этом велосипеде целую неделю. И за неделю, по версии, я понял достаточно много. Проехал больше 300 километров, был и в городе, и в горах, и на плоском, и в групповом каком-то замесе здесь, в Сен-Антон-парке. Это такое центральное место, где все по кругу гоняют, типа Крылатского в Москве, только в Сиднее. И, собственно говоря, главный сайт, который я поймал, это что я вообще не понимаю обзорщиков велосипедов, которые прилетают в какую-то новую страну, берут на 1-2 дня велосипеды, такие типа, ну все, мы поняли, мы можем поделиться. Это все, ребят, честно, я точно убедился, маркетинговый булшит, потому что первые 4 дня у меня была дикая акклиматизация, у меня были настолько плохие, ватные, пустые ноги, что когда я пытался хоть что-то выдавить из этого велосипеда, у меня ничего не получалось. Если бы меня спросили бы 3-4 дня назад, что думаешь, Миш, про Vinspace SLC 5, я бы сказал, ребята, это вата, велик не едет, он медленный, стрёмный и вообще не подходит. Но, друзья мои, я раскатался, я вернулся к своим ногам, и теперь это совсем другая история. Да, это не идеальный велосипед, и да, возможно, он не для каждого, но мне точно есть чем поделиться, и следующие 20 минут, или сколько-то там уже по таймингу получится, вы узнаете все про этого фиолетового красавца из Китая. Полноценный обзор на новый Vinspace SLC 5. Модель, которая появилась в 2025 году и позиционирует себя как универсальный велосипед для любых задач. Хотите быстро пилить в аэропосадке по плоскочу или хотите карабкаться в гору, это универсальный или, как говорится, all-rounder велосипед от компании Vinspace. По большому счету аналог таких моделей, как, например, Tarmac SL8, всеми горячо любимый. Ну и первый дисклеймер, который, конечно же, хочется сделать, что кто я такой, чтобы давать какую-то оценку современным велосипедам. Я ни в коем случае не профессиональный спортсмен и не тот человек, который профессионально обозревает велосипеды. Я не веломеханик, не велосипедный инженер. Я обычный любитель, который катается несколько лет на велосипеде, безумно кайфует от этого, пробует разные варианты, тестирует разные велосипеды на себе и не имеет ровно никакой экспертности в этом вопросе. Поэтому, конечно, друзья мои, все, что я говорю и все, что я дальше буду говорить в этом видео, нужно воспринимать щепоткой, да даже с огромной долей скептицизма. Представьте, что это просто ваш приятель, который любит кататься на велосипеде, рассказывать свои впечатления об этом велике. Поэтому, если вы уже в коммент побежали строчить про мою экспертность, ее нет, не было, и я даже не претендую. Я просто чувак, просто физкультурник, который делится своим мнением про какие-то новиночки. Да и, собственно говоря, все. Поэтому вот этот велосипед Vinspace SLC 5. И в своей голове я буду сравнивать его, конечно же, с Specialized Tarmac SL8, на котором я проехал больше 15 тысяч километров, который я благополучно продал, и который мои ноги помнят просто офигительно. Следующее важное заявление, что этот велосипед компания Vinspace мне не предоставляла на обзор. Я его не покупал за свои деньги, а как же тогда я его получил? Все очень просто. Я приехал в Австралию, здесь есть официальный представитель Vinspace, и он сдает в аренду эти велосипеды, поэтому за 75 австралийских долларов в день я взял вот этот велосипед на тест. Поэтому за него заплачено моими кровными деньгами. Никакой связи с компанией Vinspace я не имею. Никакой заинтересованности в том, чтобы говорить хорошо или плохо про этот велосипед, собственно говоря, тоже нет. Поэтому все, что я буду дальше говорить, это то, что мне кажется наиболее адекватно и справедливо сказать про этот велик. И еще одна очень важная деталь. Я тестировал этот велосипед не совсем честно по отношению к другим велосипедам, на которых я катаюсь. Здесь другой сетап. Так, ну что, друзья, вот в таком сетапе у меня Vinspace SLC 5, вот в таком красивом фиолетовом цвете с белыми надписями и с бутылочкой МААП, но это уже моя правда. Первое, что хочется обратить внимание, вот этот вот кокпит Hyper, очень жесткий на самом деле. У него обратный изгиб, то есть, видите, он не прямой, как бы с обратным изгибом, чтобы рука в аэропозиции более удобно лежала. Мне понравилось, на самом деле, очень прикольная форма. Мне кажется, будущее кокпитов это такой обратной, точнее, стреловидной формы, для того, чтобы было более удобно, не знаю, держать руки на нем, что ли. Очень жесткий, не гнется, не мнется, прям крутой. Это карбоновые колеса. Loon Hyper Wheels на карбоновых спицах. Тоже достаточно жесткие колеса. Легкие, я так понимаю, если честно, не знаю, сколько они весят, но это не так принципиально. Да, это местная компания Vinspace'овская тоже. 50 мм глубиной. Шины Goodyear Eagle F1. Блин, если честно, не самые быстрые, не самые лучшие шины, но что есть, что есть. Что дали, как бы на том
езжу. 28 мм тоже не совсем мой сетап, потому что я привык ездить на 30-х или на 32-х, более комфортно, поэтому часть неровностей, которые я не хочу ощущать, я ощущаю, поэтому это тоже, наверное, скажется. Вот это седло тоже, оно какое-то китайское, но неймовое седло, ребята дали, ширина 143 мм, тоже для меня немножко широковато, все-таки у меня, я езжу на 130-м целой талии, я люблю поуже седла. В целом, я не могу сказать, что оно какое-то плохое, но все равно ощущается, это сказывается, в любом случае сказывается на моих ощущениях от велосипеда. Самое главное, наверное, недостаток, который есть на текущий момент, ну, для меня лично, что это шатуны 172,5. Я люблю шатуны 165. Я чувствую разницу. Ну, таких, как я, не так много, поэтому, на самом деле, для вас, я думаю, это не так принципиально будет. Но я чувствую. Вообще, в целом, это Ultegra DI. Спереди, сзади кассета. А вот, кстати, я так и не понял, какая сзади кассета. По-моему, 30-я звездочка. Какие-то флягодержатели недорогие, но достаточно хорошие. И самое странное, на самом деле, что здесь есть, это вот эти вот места. Они заклеены вот этими штучками, потому что там почему-то, друзья мои, дырки. Я не знаю, почему там дырки, но они заклеиваются. Вот это для меня секрет. Зачем они нужны? Наверное, какая-то инженерная задача в них есть, но это не принципиально. Так, окей, что по форме? Нос у велосипеда такой клинообразной формы. То есть он вот здесь вот узкий и потом расширяется. Узкий расширяется. То есть это не стандартный такой цилиндрик такой, да, а клинообразная форма. Это нужно для аэродинамики, потому что мы с вами знаем, что чем уже передняя часть велосипеда, тем более аэродинамичный у него корпус. Ну и в целом глубокий у него стакан, достаточно длинный стакан, тоже для того, чтобы была достаточно хорошая аэродинамика. Широкая подседельная труба, глубокий стакан, узкий спереди. Это все говорит о том, что велосипед должен быть достаточно аэродинамичным. И сзади здесь такая форма, тоже вот эти задние перья сделаны как бы для того, чтобы лучше перемалывать воздух, делая его менее грязным, когда он проходит через весь велосипед. Такие примерно мысли, вот такой сетап, друзья. Опять-таки, есть много нюансов, которые не позволяют мне говорить о том, что этот велосипед идеально мне подходит, я могу сравнивать его со всем, на чем я катался, но в целом выглядит он так, и выглядит, если честно, он вживую прикольнее и интереснее, чем на фотографиях. Особенно, конечно, нравится, если честно, его руль. Первое, с чего хочется начать, что эта рама стоит $2800, что для китайского велосипеда не просто верх, это как бы топ рынка. Если мы возьмем аналоги, причем китайские аналоги, например, Sika Spear или Evolve Chima или Quick Pro Air One или Year One, они стоят примерно на 500, 600, да и даже $800 дешевле, так что это не просто китайская рама, это премиальная китайская рама. И вот тут сразу, перед тем, как мы перешли дальше к описанию, какой велосипед хороший или плохой, нужно сказать, что не бывает чудес. И постепенно китайские производители, а Winspace является, наверное, самым заметным китайским производителем, потому что он и спонсирует гоночные команды, и работает с инфлюенсерами. И в целом они, в отличие от других китайских брендов, достаточно неплохо умеют в маркетинг. Маркетинг, так или иначе, друзья мои, он копеечку-то стоит. И поэтому все эти затраты, которые Winspace несет за счет того, что пытается продвигать свой бренд, они, конечно, перекладываются на нас с вами, на потребителей. И если раньше рамы Winspace были такие же, как все остальные китайские рамы по цене, то каждое их следующее поколение постепенно в стоимости увеличивается. Качество, безусловно, растет тоже, тут слов нет. Качество офигенное, об этом мы поговорим чуть позже. Но в целом нужно понимать, что если китайские бренды выходят на мировой рынок и начинают играть по маркетинговым правилам западных брендов, то и цена, соответственно, постепенно начинает приближаться к западным брендам. Все, что мы дальше будем говорить про этот велосипед, нужно оценивать именно с точки зрения того, что это не рама за $500 и даже не за $1000. Это рама, которая стоит $2800. А вот этот весь билд, вот этот весь велосипед весит около 7 килограмм без педалей. И даже 7100 практически. То есть это уже на самом деле очень крутой вес. Я думаю, что это по весу аналог S-Works Tarmac SL8, если бы он был на Ultegra. Да, а не на топ-группе. Поставь сюда топ-группу, и будут те же самые меньше 7 килограмм. Ну и последнее. Это хороший велосипед. Я думаю, тут в этом даже никто не сомневался. Китайская рама, которая стоит $2800, которая выполнена круто и действительно достаточно именитым китайским производителем, это не может быть плохой велосипед. Мы с вами живем в эре, когда очень сложно купить плохой велосипед, рама которого стоит, там, не знаю, больше, чем $1500. Огромное количество производителей, технологии уже достигли достаточно высокого уровня. Сейчас действительно сложно купить плохой велосипед. Мы в целом живем в золотое время для любителей велоспорта, когда выбор огромен по любой ценовой категории, и вы получаете очень высокого уровня велосипеды за очень разные ценники.
можно купить топ-уровня сетап за несколько тысяч долларов и получать примерно такой же уровень перформанса, как от топ-брендов за 15 тысяч долларов. Кстати, в отличие от всех остальных китайских производителей, где в основном вы покупаете раму, а потом собираете все это самостоятельно, WinSpace позволяет вам в целом купить полностью билд, полностью сетап. Это, если честно, очень круто. То есть вам не нужно быть сам себе механиком или не нужно консультироваться, вы можете просто зайти на сайт и купить полный комплект байк. SLC 5 на Ultegra DI в сборе стоит $5700. То есть вот этот велосипед весом 7 килограмм стоит $5700. Это и рама не крашеная, которая весит 700 грамм, а крашеная весит, наверное, где-то 800-850. И, по сути, Ultegra DI, который является одной из топовых групп. И отличные карбоновые колеса, шикарный кокпит. Про него отдельно я, конечно, скажу, очень прикольно выглядящий кокпит. Ну и в целом, в общем, за эти деньги я думаю, что не так много вариантов можно себе позволить. Я уже в самом начале видео об этом говорил и еще раз повторю много раз. Я не понимаю обзорщиков или не понимаю журналистов. Наверное, это какой-то другой уровень экспертизы или другой уровень опытности, которые приезжают на 1-2 дня в место, где им дают велосипед, на вот эти на демо-заезды, катаются на нем 1-2 дня и такие: о, этот велосипед жесткий, или о, этот велосипед мягкий, о, этот велосипед такой или сякой. Ребята, я прилетел в Австралию, и первые 3-4 дня, то ли из-за акклиматизации, то ли из-за общей перетренированности, у меня ноги были ватой просто. И все, что я вначале думал про этот велосипед, что, это отстойный велик, он вообще не едет. Я давлю ваты, а он как будто крадет их у меня, и все куда-то уезжают, а я сзади еле плетусь, и спринтовать нормально не могу, и в горку вообще ничего не едет. То есть, если бы меня спросили через 2-3 дня ощущений после этого велосипеда, я сказал: ребята, полная фигня, вообще не едет совершенно, в нем нет ничего хорошего, что я бы мог рекомендовать. Но как только я подвосстановился, как только я подакклиматизировался и проехал на этом велосипеде чуть больше, я наконец-то понял, что с ним и как он себя ведет по-настоящему. И мне кажется, вот это самое важное. Судить по 1-2 заездам про велосипед практически невозможно. Нужно проехать 200-300, а то и больше километров для того, чтобы понять, что это за велик. И я на нем покатался здесь и в местном парке, и съездил с ребятами в горы, и хорошие наборчики делал на нем, и быструю группу ехали мы там за 50 км в час со сменами по шоссе. В общем, на нем я поделал все работы для того, чтобы сказать и примерно предположить, насколько этот велосипед действительно хорош. Я могу сказать так: этот велик едет. То есть этот велосипед действительно едет. При этом у него есть нюансы, на которые стоит обратить внимание до того, как вы купите этот велик, чтобы понять, он вообще подходит вам или нет. Стоит ли он своих денег или нет. И, понравится ли он в итоге вам или все-таки не понравится. В первую очередь это геометрия. Но о ней мы поговорим чуть-чуть потом, потому что геометрия это в целом, наверное, сейчас самая слабая сторона всех китайских велосипедов. У них очень странная геометрия, но об этом чуть попозже поговорим, сравним прямо с эталонными спешовскими геометриями. Эталонными, потому что просто, мне кажется, самый популярный вид геометрии — это термаковская геометрия для подобного вида велосипедов, allrounderы. Поэтому проще всего сравнить именно с ними. Вот если говорить не про геометрию, то первый нюанс, который есть в этом велосипеде, он жесткий. То есть он действительно ощущается жестким, но при этом комфортно. И вот это немножко странно, потому что он жесткий по ощущениям в 2 местах. Во-первых, вы передаете усилие во время педалирования, и оно достаточно быстро трансформируется в скорость, в накат, в движение вперед. То есть это как бы жесткость корректки. Жесткость корректки достаточно высокая, как по моим ощущениям. Опять-таки, я не какой-то супермонстр, выдающий там 2000 ватт. Мне кажется, я чувствую, что прям когда ты добавляешь, он как бы ускоряется. Он не крадет у тебя ваты, с одной стороны. С другой стороны, у него достаточно жесткая передняя вилка и вообще все, что связано с кокпитом и рулем, потому что ты ощущаешь все, что происходит на дороге. То есть обратная связь с дорогой у тебя очень-очень явная. То есть ты прям чувствуешь любую кочечку, любой камень, любую неровность, все, что происходит на дороге. Но при этом подсидел и задние перья, как будто вот эта конструкция мягкая, и она смягчает все те... То есть ты как будто передом ощущаешь все неровности на дороге, но при этом задней частью велосипеда они смягчаются. Если честно, я такого пока что не видел ни на одном велосипеде, на котором я ездил. Если, например, сравнивать с Evolve Chima, Chima в целом показалась мне более игривой, более взрывной, более такой подвижный, что ли, какой-то вот такой более... Ты вкладываешь усилия, она тут же реагирует. Реагирует, причем так, как сказать, более
более взрывно, более весело, более нервозно в каких-то моментах. Здесь более стабильно, ты чувствуешь, что усилие передается, ты чувствуешь, что есть накат, но при этом он смягченный за счет того, что есть хороший флекс, видимо, в подседеле. Я так понимаю, что основная идея сделать такой жесткий перед у велосипеда была в том, что этот велосипед, как я уже говорил, универсальный. И на спусках, когда нужно активно чувствовать, активно вдавливать руль для того, чтобы быстро ехать с горок, вот эта вот дополнительная жесткость передней вилки и дополнительная жесткость кокпита, она как раз помогает стабилизировать и управлять велосипедом на агрессивных спусках. Я не настолько круто умею спускаться на велике, более того, я плохо, если честно, умею спускаться на велике, но даже здесь я почувствовал, насколько на нем комфортно вруливать вот в эти вот сложные серпантинные шпильки, действительно помогает велосипед справляться. И ты действительно чувствуешь, что происходит на дороге, поэтому ты лучше понимаешь полотно, лучше понимаешь, как себя на нем вести. В общем, вот первое неоднозначное ощущение, что с одной стороны он жесткий, этот велосипед, с другой стороны достаточно комфортный. И поэтому, когда ты едешь, у тебя постоянно в голове странные мысли, что с одной стороны ты вроде бы чувствуешь все, что происходит на дороге, с другой стороны усталость не накапливается. И даже ты 4-5 часов проводишь на велосипеде, ты не чувствуешь, они как-то не бьют тебе в поясницу или нет какой-то особой усталости. То есть вполне себе комфортно велик себя ведет на длинных дистанциях. Второй нюанс, который тоже очень сложно объяснять, этот велосипед быстрый. Ну, он действительно быстрый, он очень хорошо едет, и в группе едет, и в пачке едет, и сам ты по себе едешь хорошо. Но при этом он не ощущается быстро. Наверное, как сравнить с машинами. То есть вот есть Mercedes, ты едешь в Мерседесе со скоростью 100 км в час, 200 км в час, и он как бы едет и едет. А есть мини-купер. В мини-купере даже 60 км в час, такой, это офигеть быстро, это весело. Этот велосипед скорее Мерседес в этом плане. То есть он едет, и у тебя нет ощущения скорости, нет вот этих звуков, которые есть на том же, например, S5, да даже Тормаке, которые дают ощущение, как будто ты едешь быстро. Как будто чего-то не хватает именно с точки зрения ощущения, а не с точки зрения скорости. Я сравнивал свою мощность и скорость, которую я показываю обычно на других велосипедах, и здесь это действительно велосипед едет очень быстро. Он аэродинамичен. Безусловно, наверное, далеко не самый аэродинамичный, как топовые модели. Он явно неплох в этом ключе. Он явно может ехать быстро по прямой. Но вот этого ощущения от скорости в нем нет. Опять-таки, это все на уровне ощущений. То есть, если его... Я так понимаю, что его не продували в аэротрубе, по крайней мере, я не нашел про эту информацию, но если его поставить в аэротрубу, я не думаю, что он будет сильно проигрывать Тормаку SL8, который, кстати, один из самых быстрых велосипедов в мире. Я думаю, что если там даже будет разница, то она будет буквально заключаться в 2, 3, 5 ватт на скорости 40 км в час. Ну, друзья мои, вы понимаете, да, для универсального велосипеда это далеко не самый важный показатель, насколько он быстрый на скорости 40 км в час в аэротрубе. То есть есть куча других вещей, которые влияют на вашу реальную скорость. Возможно, в том числе он не ощущается быстрым, потому что очень сильно сглаживает подседел, и задние перья очень сильно сглаживают неровность дороги. И вот как будто не хватает дополнительной отдачи, какой-то фидбэка от дороги, чтобы чувствовать, что велосипед едет быстро. Вот какие-то такие мысли. Также в него влезает 32 мм резина, что по современным стандартам это уже как бы базовый уровень. Мне бы хотелось, чтобы лезло сюда, наверное, 35 мм. То есть вполне себе обычный вариант. Хочется как будто чего-то больше. На этом сейчас установлены колеса 28 мм, но я уже об этом говорил. Я, конечно, люблю покрышки пошире. Мне на них ездится комфортнее, интереснее и больше нравится, но, опять-таки, кому как. Окей, ну теперь давайте переходить к геометрии, потому что, наверное, это является последним пунктиком в выборе, или первым пунктиком для кого-то в выборе велосипеда для комфортных поездок. Конечно, мы сравниваем Winspace SLC 5 в размере L, то есть Large — это предпоследний размер, максимальный размер у них Extra Large, то есть для совсем высоких ребят у Winspace нет моделей. Если вы за 1,90 м, вам будет действительно очень сложно подобрать велосипед. Точнее, я бы даже не рассматривал этот вариант. Но я вот, например, ростом 1,82 м. Я ездил на Тормаке SL8 рама 56 размера. И у меня были разные рули, 120-130 мм. Вот это примерно комфортный рейндж для меня руля. То есть вполне такой гоночный сетап. Собственно говоря, буду сравнивать поэтому его непосредственно с Тормаком. Этот велосипед для меня оказался коротковат, потому что кокпит здесь короче. И мне было немножко, да и не немножко, мне было коротко на этом велосипеде, но ничего страшного, каким-то образом раскатался, не так страшно это для горного велика. Точнее, для велика, который
предназначен в первую очередь для гор. Окей, смотрим. Вот сравниваем SLC5 в размере L и Tarmac в размере 56. Что у нас есть? Стек. Tarmac на 10 миллиметров выше, то есть на 1 сантиметр. Собственно говоря, мы все знаем с вами, что китайские велосипеды часто страдают тем, что у них низкий стек, они достаточно низкие. Но здесь, мне кажется, огромное количество спейсеров на этом велосипеде, там какое-то гигантское количество проставок. Tarmac у меня был практически утоплен вниз, а руль здесь огромное количество проставок. Ну, если раньше проставки считались каким-то таким отстойничком, потому что все профики ездили без проставок, то уже сейчас есть и 2-сантиметровые проставки спейсеров Tour de France, поэтому вполне себе не парьтесь, ставьте любое количество спейсеров, вас непосредственно стек самого велосипеда должен не так сильно смущать. Итого, Tarmac и выше, и длиннее, на самом деле на 6 мм. А что было бы, если бы мы взяли с вами размер XL, например, у Winspace, то тогда он бы был выше на 10 мм, чем Tarmac, но по-прежнему был бы короче на 4 мм, чем Tarmac. То есть, на самом деле, Winspace сделали странный велосипед, он как бы чуть более съеженный, что ли, чем Tarmac. В остальном практически тот же самый велосипед, та же самая колесная база у размера L, соответственно, и у размера Tarmac 56 размера. Наверное, все-таки мне нужно было брать XL, чтобы лучше сесть на этот велосипед, но куда сел, туда сел уже, друзья мои. Ну и в остальном угол задней подседельной трубы у них абсолютно одинаковый, а вот, например, угол передней подседельной трубы у Tarmac на 1,2 градуса более вертикальный. Это значит что? Это значит, он более агрессивно может поворачивать. Да, примерно такие мысли. Tarmac более агрессивный велосипед по посадке считается. Именно с точки зрения Bike Insight, хотя я бы не сказал на самом деле. Ну и помимо того, что я лично покатался на этом велосипеде, могу с вами поделиться впечатлениями, есть еще мои коллеги по цеху, ютуберы, в первую очередь западные ютуберы, которые тоже катались или катаются на этом велосипеде. И тоже, друзья мои, я их попросил для вас поделиться своим впечатлением о том, что они думают про вот это китайский универсальный гоночный велик. Hello, this is my Winspace SLC and I'm going to give you a quick rundown on how I built mine up and tell you about the bike in 45 seconds. This is an SLC size large, which comes out at around a 55 normally. This bike weighs 7.4 kg and I'm running quite deep wheels, 65 Elite drives. The way that I built this bike up, I'm using a full SRAM Force group set, but I've swapped out the cranks and the chainring and the power meter for something slightly different. So we have the PazQuest 170 carbon fiber cranks. Other than that, this is all SRAM Force group set for all the shifting, front and rear derailleur. I really like this bike and it has been a massive step up from the SLC 3. What do I like about it? It handles so much better than the SLC3 because it has a way more secure front end and the fork just sits underneath the down tube a little bit, which gives you way more control for the handling. Obviously, it looks awesome. It's so much nicer. I also really like the D-shaped seat tube. It kind of still gets some of that compliance, so makes it a nice comfortable ride, but also gives it a little bit more stiffness so that when you're putting the power down it kind of feels like it's going straight into the road. I have got on really well with this bike. One thing I would recommend is the Lun Hyper bars. My bars are 380 with a 100, I think it's a 95 stem, 380 width. These are so nice. They feel really nice. They have a nice tactile feel. They are one of the nicest things kind of about this whole bike when I've put it together. I absolutely love the bars and they're really firm and they're high quality carbon fiber. Same with the actual frame for the SLC5. They've used a slightly higher quality carbon fiber. It's their top end frame. It also comes with titanium bolts for the bottle cages, for the front derailleur, and I think for something else. But yes, 100%, I've really enjoyed it. I like the fact that it's a T47 bottom bracket, makes it a bit easier to
put together if you're going to put it together yourself. It looks good, and they got some really cool colorways. Go and check out the Monarch colorway, which makes it look awesome. But I've gotten well with it. It climbs really well, and it's still really good for riding in a nice, hard, fast chain gang or going to go and do a race. This bike is going to be my race bike for 2026, my road racing bike for 2026. See if you can hear these wheels. The last thing I'll say about this is I think Winspace has finally got to the point where their bikes are looking amazing and fitting in with a lot of the other brands that we see all the time. This bike I'd happily take anywhere and ride with any group because I just think it looks good and it rides well. So, a couple of words on the SLC5 from Winspace. I mean, I was riding a couple of other Winspace bikes already before. I mean, I say a couple, I think it was one or two. They've all been great, no major complaints, but this one for me really stepped up the game quite a bit, because this one is really it's supposed to be an all-rounder, like being fast, but then also, being a climbing bike as well at the same time. That's something that we see in the industry is like seemingly to become a trend of not having an aero offering and a lightweight climbing offering, but merging everything into one. And I feel that this worked out quite well for Winspace. So I can confirm that the bike is very, very fast, or at least it feels very, very fast for me. Also geometry-wise, I of course have it slammed. Like most of my other bikes, even though I'm turning 40 soon, but still my back can still handle it, even though I'm not the most flexible kind of person. But in the slam configuration, it did fit me very, very well. I'm 187, so yeah, when it comes to aerodynamics and feeling fast on the bike, that was definitely one big point that I noticed. Another one, which was maybe the most important one for me, is that the bike feels stable on the road. Because for me, somehow, I had a couple of bikes that I was riding on fast descents, and that at some point they got like, a little bit twitchy, I could say. And also I felt that on some bikes, when side winds you from the side, losing control or losing slide control was happening way quicker than with this bike. Like this one feels very, very planted. So it was it is a great fit for me. But then also on the other side, like not only the speed and stability side, it was also possible to build this bike up very, very light. So if you've seen one of my latest tweak videos of this bike, I was able to build it up very, very light. So it became a great climber as well. And then also I think from a design perspective, Winspace really delivered here quite well, and they had this paint job in stock, which is this sparkly kind of like disco-y kind of paint job, which is something that I really, really enjoy. And you might have seen I painted some of my other bikes in the past with this kind of paint job. So I was very happy to see that they're offering that kind of as one of their stock designs. They painted the handlebar in this color as well, which of course gives it an even more integrated kind of design. The only thing that that I didn't really like was the fact that if you really turn in the handlebars to maximum or to 90 degrees, that the fork was touching kind of like some angles of the head tube. So they had this like little rubber stickers there to protect the frame. I think there could be a nicer option to solve this, but other than that, really, really fantastic bike. I really, really love it. So I hope, that you can do something with that input. Так, друзья, пока лечу из Австралии, я должен записать благодарности. Ну, во-первых, спасибо огромное Мэтту из компании Bike Rental в Сиднее, который предоставил мне на тест все эти офигительные Winspace. Понятно, что я за них заплатил, это не на добровольной основе, и вряд ли его интересует реклама в русскоязычном канале, но я искренне хочу сказать спасибо этому чуваку, потому что, во-первых, велосипеды были просто в идеальном состоянии новые, во-вторых, он привозил, отвозил
туда, куда мне нужно было, и выполнял все мои капризы в плане. Мне нужно было заменить длину шатунов или длину руля, выноса для меня, для супруги. Все это было сделано идеально. Велосипеды были подготовлены к нашему приходу, он был готов куда угодно их привезти. В общем, все было в офигительном состоянии. Плюс еще бесплатно бутылочки дал, которыми я на самом деле пользовался всю дорогу в Австралии. Ну и Мэтт познакомил меня со Стефаном. Стефан — это основатель компании Winspace. Мы проговорили с ним в парке 2 часа, катались вместе на велике, потом разговаривали очень долго. Он очень стеснительный, отказался от интервью на камеру, но зато рассказал, что в этом году, в 2026 году, будет новый аэро-супершоссейник, аналог Cervelo S5, только от Winspace, а также будет аэрогравийник, что, мне кажется, тоже супер интересно, широкими зазорами. Показывал эскизы своих новых великов, какие-то свои фантазии. В общем, сам инженер. Безумно интересные истории рассказывал про компанию Winspace, что компания уже больше 18 лет. Сначала они делали на заказ рамы для других, но из-за того, что ему самому было безумно интересно создавать что-то собственное, он вот сам начал придумывать рамы и таким образом запустил производство в компании Winspace. Мы договорились, что я обязательно постараюсь приехать к нему в гости в Китай вместе с командой, не знаю, русскоязычных велоблогеров или моих товарищей, вместе покататься с ним, чтобы он показал производство и рассказал про какие-то свои дальнейшие планы. Очень круто. Во-вторых, я хочу поблагодарить Алексея Морозова, который официально возит велосипеды компании Winspace в Россию. Он еще в ноябре связал меня с маркетинговым отделом компании Winspace, и они обещали мне присылать на тесты велосипеды Winspace уже в 2026 году. И это, собственно говоря, еще до знакомства со Стефаном. В общем, с 2 сторон вот так вот я, на удивление, оказался связан с компанией Winspace. По-прежнему могу сказать, что никак с ними не аффилирован, но уже есть какие-то личные отношения. Мне очень понравился Стефан, мне очень понравилось отношение их маркетингового департамента. Не знаю, что сказать. В общем, сказалось ли это на том, как я обозреваю велосипед? Да, наверное, нет, потому что мне не так важно, как ко мне относятся. Мне скорее важно вам рассказать, что я чувствую на самом деле. Но в любом случае хочется сказать огромное спасибо и Мэтью из Bike Rental, и Стефану, SEO компании Winspace, и Алексею Морозову и его команде, которая возит велосипеды Winspace в Россию официально и знает про них огромное количество нюансов, которые я, например, точно не знаю. В общем, все контакты, все ссылочки будут в описании к этому видео. Ну и не ленитесь, обязательно, друзья мои, тоже лайкосик проставьте этим ребятам, они того заслужили. Ну, а мы продолжаем. Что хочется подытожить? Безусловно, это хороший велосипед. Это велосипед, который в целом является полноценным аналогом Тормака SL8, да и, наверное, практически любых универсальных велосипедов. Я бы сказал, что он достаточно комфортный, он классно едет, у него отличное качество сборки, что подтверждают механики и сообщения на Reddit, которые я мог прочитать. У него достаточно крутая конкурентная цена, если покупать полный билд, полный пэкэдж, потому что тут и карбоновые колеса с карбоновыми спицами, и Ultegra DI, и рама, которая весит неокрашенные 700 грамм. То есть вы получаете 7-килограммовый велосипед, по большому счету, за $5500, где аналог от Спиша стоит на $3000 дороже. Да, эта рама действительно дороже, чем альтернативы китайских брендов, но зато здесь можно полный билд собрать этого велосипеда и не париться, а там нужно будет самостоятельно придумать, что куда поставить. Он круто едет и в гору, и с горы, и по прямой вы на нем не потеряетесь в какой-то быстрой пачке и сами сможете тащить. Да, что можно сказать? Хороший, современный, универсальный велосипед. У этого велосипеда глобально-то, друзья мои, нет недостатков, да и сложно придумать недостатки у велосипеда, который столько стоит по современным меркам. Стоил бы он, не знаю, в 3 раза дешевле, можно было придраться к чему-то. Тут в целом хороший велосипед. Я не знаю еще, что сказать, если честно. Я пытался найти какую-то изюминку, благодаря которой я бы сказал: о, блин, этот велик прям мне офигеть как нравится, я очень хочу его купить самостоятельно. Если честно, какую-то супер изюминку я не нашел. Это просто хороший велосипед. Я хотел найти какой-то недостаток, чтобы сказать: не, ребят, ну пока этот велик не дотягивает для того, чтобы его покупать, и тоже его, собственно говоря, не нашел. Я не очень знаю, что с гарантией у компании Winspace, я не очень хорошо понимаю, что там с обслуживанием. Я знаю, что у компании Winspace достаточно много представителей по миру, и они в целом очень хорошо развивают вот эту представительскую сеть, поэтому, в отличие от многих других китайских производителей, так что они достаточно круто в этом плане двигаются. Сложно делать обзор, ребят, на велосипед, который просто хороший. Ну вот он просто хорош, он просто выполняет свои задачки, на нем комфортно ехать, на нем можно долго ехать, на нем можно гоняться, на нем можно ехать в гору, на нем можно ехать с горы, на нем можно участвовать в критериумных гонках, в гранд-фондо гонках, на нем можно с друзьями ездить 200 километров. Велосипед, который подходит абсолютно для всего. Собственно говоря, как и прародители этой категории современной, Тормак
SL8. Только в отличие от Тормака здесь не написано Specialized, написано WinSpace. И у WinSpace вот это есть фиолетовая расцветка и другие какие-то кастомные прикольные расцветки. Поэтому, если вас не смущает, что это китайский производитель, если вас не смущает премиальная цена для китайского производителя, и вы не пытаетесь там где-то на вторичном рынке найти американские или европейские рамы дороже, то это классный, крутой велосипед, который не разочарует вас и подарит вам все те эмоции, которые должен дарить современный, хорошего качества велик. В общем, точно не обломаетесь, ну и не получите чего-то вау, какой-то супер изюминки в этом велосипеде нет. Это не тот велик, это не Кольняга Y1 RS, который все будут прибегать и говорить: о, это такой же велик, как у Погачара, или не новый Cervelo S5, который привлекает взгляды своими супер аэродинамическими формами. Этот велосипед, который выглядит классически, едет классически для современного allround велосипеда, ну и стоит уже тоже классически. В общем, хороший, понятный, надежный выбор. Без экспериментов вы получаете понятный, вменяемый велик, который будет вас радовать. Потому что самое главное, друзья мои, в велосипедах? Купить тот велик, который заставляет вас улыбаться, который смотрит на вас, или вы на который смотрите и хотите на нем кататься. Если вот это тот самый велосипед, на который вы смотрите, такие: блин, быстрее бы выйти и навалить на нем, или там легкую прокатиться с друзьями, или, не знаю, посоревноваться, или просто покататься, поболтать ногами, значит, это тот самый велосипед. Мы любители, мы не гоняемся, мы не участвуем в про-турах, нас не спонсируют команды, нам не дают эти велосипеды просто так, или там, не знаю, мы не выбираем их, чтобы побеждать и кормить семьи на призовые деньги. Мы выбираем оборудование для того, чтобы кайфовать от него. И неважно, сколько оно стоит. $500, не знаю, 50 тысяч долларов. Есть ребята, которые предпочитают эксклюзивные, супер титановые, сделанные на заказ велосипеды. Самое главное, это не то, сколько стоит велосипед. И даже не то, как он едет, если честно. Я говорю, в современном мире очень сложно купить велосипед, который плохо едет. Самое главное, вы хотите на нем кататься. Вы хотите и получаете ли удовольствие от того, что просто владеете этой штукой, и вам хочется быстрее выбежать из дома, одеться в лайкру, сесть или там, не знаю, в кроссовки и поехать на нем куда-то. Вот это самое главное, что мы должны получать от велика. И если вот у вас сердечко ёкает при виде вот этого фиолетового классного китайского велика, и вы такие: блин, черт, вот это тот самый велик, который мотивирует меня больше проводить время на улице, больше кататься с друзьями, больше тренироваться, то тогда это отличный выбор. И тогда нужно его брать и не задумываться, потому что в остальном никаких нет других причин покупать его или не покупать. Только ваши личные ощущения, нравится он вам или нет. Вот и все, друзья мои. С вами был Физкультурник. Опять-таки, воспринимайте все, что я говорю, с толикой, не знаю, скептицизмом, потому что я всего лишь любитель, который катается по 10-15 тысяч километров в год, не так давно сел на велосипед, пробует разные модели и делится с вами как с друзьями. Я не профессиональный гонщик, не эксперт, не инженер, не журналист. И мне абсолютно пофиг, потому что мне за это никто не платит. Я просто хочу пробовать новые штуки и рассказывать о них вам. А вы уже сами решаете, стоит меня слушать или нет. В общем, ладно. С вами был Физкультурник. Главное, катайтесь, друзья, и кайфуйте. Ведь ради этого на самом деле все и происходит. Ну а мы с вами будем на связи. Скоро будут еще обзоры, потому что впереди нас ждет обзор на WinSpace C5 Aero. Это Aero Endurance. Интересный зверь. И на T1600. Новый супергоночный Aero велик уникальной формы. И все это правильно я возьму за свои деньги в прокате здесь, в Австралии, пока нахожусь в отпуске с семьей. Возьму для того, чтобы покататься, понять, есть ли хоть какая-то разница, и рассказать об этом вам. В общем, все. Будем на связи. Пока-пока.